Всем доброй ночи, друзья мои. Я решила начать записывать мемуары, как и обещала вам еще несколько месяцев назад. Я всего лишь озвучила свое желание рассказать о своем детстве, о своей жизни, и, быть может, когда-нибудь эти воспоминания станут основой книги обо мне, потому что часто слышу, что просят написать свою биографию. Вы знаете, биографию свою написать не так легко, как может показаться. Есть очень много нюансов, которые хочется забыть. Есть много ситуаций, о которых даже вспоминать не хочется, и хочется, чтобы об этом узнали после моей смерти. Не потому, что они постыдные, а потому, что слишком болючие. Мало того, что их нужно вспоминать и рассказывать, еще и выслушивать со стороны. Я, конечно, давно привыкла, и мне абсолютно наплевать, но в любом случае это малоприятно. Раньше мемуары писали. Сейчас век 21, развитых технологий, сейчас можно об этом рассказать, снять. И это все потом станет книгой, надеюсь. Но не для этого я снимаю. Я хочу оживить в своей памяти и оставить в памяти людей образы, лица, характеры, биографию, жизнь, судьбу тех людей, которые были в моей жизни, начиная с детства и до сегодняшних дней. И достойные, и недостойные. Но эти люди были. Они жили, любили, как мы с вами. Радовались, влюблялись, расставались, ссорились, плели интриги. Они были разные, но они были люди. Почему люди любят исторические фильмы? Потому что подсознательно, в глубине души мы прекрасно осознаем и понимаем, что когда-нибудь мы сами станем историей. И нам бы тоже хотелось, чтобы нас помнили. Чтобы мы не исчезли в никуда. Чтобы мы оставили свой след. Я свои мемуары, то есть воспоминания, путешествия по памяти, назову мемуары Водолея. Потому как я истинный представитель этого знака зодиака. Я всегда относилась очень серьезно к зодиаку. Зодиак был обнаружен и раскрыт человечеству много тысячелетий назад очень мудрыми людьми. И он очень многое говорит о человеке, о его характере. Не зря индусы, прежде чем соединять пары, обращаются к зодиаку, совпадают ли люди по зодиаку. Я вот яркий представитель этого знака и покровитель этого знака Ника, богиня Победы. Это и новаторы, и консерваторы. Все в одном лице. Люди, которые свои минусы превращают в плюсы и ведут за собой очень много людей. Это стратегии.
Мне повезло. Таинственный знак, февральский знак, магический, мистический знак. Но знак с тяжелой судьбой. Но, однако, поскольку я прожила свою водолейскую жизнь, уже 45-й год, все же я так и назову. Я родилась в очень живописном краю Грузии. Бывшее армянское княжество Гардма-Гугарк, который отошел к Грузии в 23-м году. И, собственно, находится в составе Грузии. Природу можно сравнить с природой Арцаха. Очень схожая природа, очень похожая. Очень красивая райская земля, которая перевидала много горя, много боли, много набегов завоевателей, ханы, султаны, шахи, селджуки, арабы, турки, персы, иные народности, которые время от времени совершали набеги. И вот так вот по очереди. Рядом с нами находится городок, называется Болниси. В переводе означает «дым». Почему? Потому что когда, совершая набеги, значит, один из ханов, сейчас помню, его называют львом Ирана, Аббас, Шах, неправильно сказал. Шах Аббас, совершая набеги, сжег эти города, селения, увел население в плен. И стоял вот дым, непробиваемый дым, и так и назвали. Дым. Рядом протекает маленькая речка. Называется Машавера. Названа в честь двух девушек, дочерей русского священника, православного священника Луки, Мария и Вера, которые предпочли утонуть там. Есть такие места глубокие. Вот они предпочли там утонуть, чем отдаться в руки завоевателей. И в честь них, в память о них, назвали реку Машавера. И вот эта речка протекает через весь этот район, присоединяется к реке Храм, а Храм соединяется с рекой Кура. И вот кура-аракская цивилизация, которая изучают как древнекавказская или закавказская цивилизация. Вот примерно там я родилась. У нас небольшое село, но из нашего села почти 60 человек не вернулись в Великую Отечественную войну. Для маленького селения это очень большая потеря. В нашем селе был дважды Герой Советского Союза. Дедушка моей одноклассницы Соны, который спасал и вытаскивал из немецкого плена семьи партизан. Я помню, что приезжали взрослые женщины, говорили, что их мать рассказала о том, кто спас их маленькими из плена, вызволил
И они приехали, узнали, они приехали увидеть своего спасителя, приехали, подружились с ними, остались несколько дней у них, гостили. Очень приятные русские женщины, ну, уже среднего возраста еще тогда. Сказали, что мать перед смертью сказала: обязательно, обязательно поезжайте, найдите его и поблагодарите за все, что он для нас сделал. Вот ветераны, у нас много ветеранов. У нас полсело ветераны были Великой Отечественной войны. Мой прадед, его брат, то есть два брата, их дядька, они все дошли до Берлина. Прадеда моего, то есть деда моей матери, звали Исаак Саркисян, брата Саркис, младшего брата Арамаис. Вот они, 3 человека, 3 брата, которые ушли на войну и вернулись. Это благодаря тому, что их мать была повитухой, была знахаркой и много чего знала. И, естественно, я уверена, что она заговаривала их, потому что мало кто вот так, чтобы из всей семьи дошли до Берлина и вернулись, это маловероятно. Они вернулись. Каждого из них, когда провожали в последний путь, не было места их наградам. Мы держали, естественно, эти награды, как внуки, внучатые племянники несли. Я помню, как мой прадедушка уходил. Он все время ругал бабку нашу, чтобы она не плакала. Хватит, прекращай. Мы все уйдем когда-нибудь. Не вздумай там плакать по мне, не вздумай убиваться. Мы когда-нибудь все уходим, никто здесь не остается. Вот так он утешал свою жену, которую очень-очень любил. Говорят, что она была очень красивая, но я ее старые фотографии, когда увидела, я в этом убедилась. Прабабушка моей матери, Арусяк, которая, то есть имя Арусяк переводится как Венера или Афродита. Это армянский вариант. И она и была Афродита, если честно. В старости была красивая женщина, ни одной морщинки. И фотографии молодости, вот просто кукольно-синие глаза были у этой женщины. Они были армяне, но из грузинского села. У них, конечно, было очень много, скажем так, других разных кровей. Я знаю, что у них в роду были и осетины, в том числе. Ну вот, это все дало свой результат. Хочу сказать вам, что у нас в роду все белокожие люди. У нас нет смуглых людей. Все белокожие, светлые, были блондинистые, голубоглазые, сероглазые, зеленоглазые. Очень европейская внешность, и часто нас путали с... Ну, меня путали с грузинкой, в принципе, не ошибались, у меня и грузинская кровь есть, естественно. А вот моих двоюродных сестер, например, часто путали с жительницами Прибалтики. Говорили, что они на них больше похожи, как-то в жизни не скажешь, что они, скажем, с Закавказья. Это у нас такой ген. Моя прабабушка Сирануш, которая сбежала в 15 году во время геноцида, спаслась великим чудом, я о ней рассказывала. У нее были очень тонкие черты лица, очень густые волосы до самой старости. Когда она собирала в платок волосы, было ощущение, как будто шапка надета. Вот такие были очень густые волосы. И я как-то показывала вам ее фотографию. Ей там на этом фото... Сколько там, под 80 лет, что ли, я сейчас точно не помню. Но выглядит она как, 45-50, наверное, вот так. Поэтому генетически, скажем так, нам повезло. Унаследовали мы эту внешность, красоту. Многие
в нашем роду. Но красота, она дается как награда. У нас в роду много было воспитано сирот. Подбирали мой дед с бабкой. Воспитывали детей беспризорных. Тогда были революции. Ну, после, скажем, резни 15-го года начались революции, потом войны. Сирот было предостаточно. И вот они этих детей воспитывали, выдавали замуж, женили, строили дома, давали им приданые, как своим детям. И, видимо, там, естественно, это оценили, и очень много привилегий было дано нашему роду, и как-то, знаете, как не было насильственных смертей, не было... Почему? Потому что не каждый род может похвастаться тем, что каждый умер своей смертью от старости, ну, или от болезни, в принципе, в преддверии старости. Но прожили нормальную жизнь, были дети, внуки, правнуки. Не каждый род этим может похвастаться. А мы могли. Наш дом когда-то был посреди села. Но мой дед захотел построить дом ближе к речке. Там было очень живописное, красивое место. Рядом поле, дорога. Дорога, причем Транскавказская магистраль, которая пролегала через весь Кавказ. И постоянно по этой дороге ехали в Ереван, в Баку, в Дербент, везде. Это такая дорога, прям основная дорога. И она проезжает прям через наше село. То есть она так прорезает на две половинки. И мой дед захотел, папин отец, построить дом именно там. И как бы там бабушка моя слезно не просила, она не хотела оставлять это место, привыкла, но он был непреклонен, оставил этот дом, отдал своему другу, а сам построил наш дом там, где он хотел. И если честно, я думаю, что он был прав. Потому что это место обладает такой особой энергией. С балкона была видна гора, речка, поле. Оно на возвышенности, прям под горой, огромное поле. Мы там летом смотрели, как работают комбайны, трактора. Интересно было. Такая картина прям перед глазами с балкона. Перед нашим домом огромное дерево черешни. На этой черешне, я поднималась на эту черешню до самой вершины, сидела, качалась. Бабушка моя хваталась за сердце и как обезьяна лазила по деревьям. Очень была спортивная девочка. У нас был огромный сад. От нашего дома и до самой речки. Это долго идти. Если пешком по нашему саду спускаться, минут 15 нужно идти. Дед мой был садовник. Садовником был еще и брат моей бабушки. И те сорта деревьев, которые они посадили, нигде не было. Все взяли у нас эти яблоки, черешни, вишни, различные экзотические фрукты, которые, я даже не знаю на русском какое название, если честно. И айва, и фиговые деревья, инжир разных видов, нектарин,
я не знаю, ну, все что угодно. И белый виноград. Вот виноградные эти ряды шли до конца сада практически. Огромные яблоки, называли мы индийские яблоки. Это просто огромные, с кулак, наверное, больше. Вот таких яблок ни у кого не было. Эти яблоки, они сами, эта яблоня выросла. Привозили, там закапывали в землю. В то время так хранили урожай. И в земле он, как в этой, я не знаю, как там они какими-то технологиями, оно держалось дольше. И вот они хранили, покупали у нас предки наши. Яблоки эти хранили практически на краю сада, и прям вот возле края нашего сада, это не огород, это огромный сад был. Прямо там, значит, поднимается скала, и тут же речка. Когда летом речка эта выходила из берегов, из-за таяния снега, доходила до нашего огорода. Мы шли специально смотреть, как наша речка стала большой. Ну, потом, конечно, она уходила обратно. И от этих яблок, от косточек, выросла яблоня сама. К сожалению, наш дом мы отдали на время как бы пользования садом, огородом, всем этим нашим родственникам по маминой линии. Ну, эти люди как-то так решили, что на один раз, знаете, насколько выдержит этот сад и эти деревья, попользуемся, а там хоть трава не расти. И абсолютно не ухаживали за этим всем. Все высохло. К большому сожалению. Там особо-то ничего не надо было, всего-то воду открыть, чтобы оно поливало. Но даже этого не захотели эти люди сделать. Большая глупость доверять родственникам, правда, вот что-то ценное. Лучше отдать чужим людям. И лучше бы так мы и сделали, потому что чужие люди, пользуясь этим всем и живя там, конечно бы они за этим всем ухаживали, потому что им выгодно, чтобы каждый год это все плодоносило. Тем более они знают, что навряд ли мы там окажемся в ближайшие годы, да и вообще когда-либо, если поедут там дети, они ж их не будут беспокоить. И сделали большую глупость, что вот так сделали, поступили, потому что наша черешня, которую я очень любила, она высохла из-за того, что никто не ухаживал. И другие деревья. Ну, какие выдержат, знаете, одичают, потому что плоды начнут уже плодоносить будут более кисло, более невкусно. Это, ну, как дикие деревья, к сожалению. За ними смотреть надо, но, увы. И дом заболел, и сад заболел. Но самое интересное, недавно отправляли мне видео, и там нарциссы эти цветут, которые посажены были давно-давно. Нас там не было более 30 лет. Вы представляете, 30 лет каждый год эти нарциссы там цветут. Там никто их не сажал. Просто корни остаются, и они каждый год по новой цветут. Я когда это увидела, меня прям затрясло. Я даже не знаю, как описать это состояние. Мне так стало жалко, как будто, знаете, осиротело все. Но жизнь меняется. Там было невозможно уже жить. Нас вытесняли всячески, к сожалению. Сейчас немного вроде обстановка другая, но уже мы уже там чужие. Я даже если поеду, я не узнаю молодежь там. Они родились после того, как я приехала. Многие уже обзавелись семьями. Я не узнаю никого. Я уже там чужая. Да, это мне знакомо. Я все помню детально, всех людей, которые там были. От стариков уже никого практически не осталось. Но в любом случае. И вот этот сад огромный. И в конце возвышается скала, и за скалой речка.
И вот мы в этой речке купались все время. А речка горная и очень быстрая, на самом деле, и опасная река. Горные реки, они могут просто унести, особенно ребенка. Мы были еще детьми, естественно. И каждый год приезжали из Еревана наши 2 брата и сестра двоюродные. И вот наш брат Геворг, он научил нас, как лазить по скалам. Мы переходили эту реку в таких местах, где большие были камни. Переходили, кидали веревку и поднимались на эту скалу. Это было очень опасно. Я сейчас просто вспоминаю и думаю, если бы мой ребенок так сделал, я бы уши оторвала. Это было, конечно, опасно. Если бы мы сорвались, и от нас бы ничего не осталось, и река бы унесла просто. И такое бывало не раз. И вот мы кинули веревку и поднялись туда. И внутри этой пещеры первобытные рисунки, кости животных. Я тогда что-то нашла такое. Но один хороший дяденька у меня забрал, сказал, что отвезет там, посмотрит, что это такое, потом принесет. Я подозреваю, что там были дорогие, то есть дорогой металл, либо золото, либо, может, какой-то иной металл, потому что что-то такое, знаете, часть какого-то скипетра, что ли. Кто-то, наверное, спрятал там эти богатства. Но я нашла только это. Я увидела там возле камня она валялась. Может быть, если бы мой детский разум мне подсказал, что надо раскрыть, дальше копать и вытаскивать эти камни, может, там еще и что-то есть. Но в тот момент я об этом не подумала, и поэтому что было, то и взяла. И мы поднимались все время. Один раз с нами захотела прийти наша сестра, которую мы называли Штирлиц. Она была шпионкой, и она все время доносила бабушке. И она пошла, донесла, что мы пошли на море, как она сказала. Но она была маленькая, сколько ей, 4-5 лет. Мы пошли на море, на скалы морские. И бабка моя догадалась, где мы находимся. Мы выходим из этой скалы, там как балкон, знаете, выходишь, и вот нужно спускаться вниз и через эти камни, значит, перейти на ту сторону, на тот берег. И мы подошли к краю скалы и смотрим, все село стоит на том берегу и машут нам кулаками, грозятся, что, мол, мы вам покажем. И что вы думаете? Мы не пришли домой. Они ждали, но, в общем, решили уйти, чтобы мы спокойно спустились. Мы спустились, побежали домой тайком через окольные пути, поднялись на дерево и не спускаемся. Сидим на дереве. И бабушка моя пришла, и дядя мой пришел уговаривать, что нас не будут наказывать, спускайтесь. А мы ни в какую. Нет, мы знаем, мы не спустимся. Ну, уже ночь, они испугались, что мы уснем просто на деревьях, упадем и разобьемся. И вот целая делегация пришла с уговорами, что завтра нам дадут денег, мы пойдем купим мороженое. В общем, уговорили. Сначала мы пустили брата, он пошел, проследили, что... Мы сказали, если тебя не побьют, значит, ты с окна нам спичку зажги и показывай. Дай нам знак. Ну, смотрим, спичка горит. Значит, все хорошо. Спустились, не сказали ничего. Сдержали слово. Мы пришли. И на следующий день действительно нам дали на мороженое, на все, но сказали больше, чтобы мы там вас не видели. Вы разобьетесь, вас даже не найдут. Но мы же не будем сидеть на месте спокойно, правда? Мы играли в индейцев, строили вигвамы. Поскольку мой брат Геворг был старше, он был городской мальчик, вот он, когда приезжал, все сельские дети радостные прибегали к нам. Они знали, что Геворг сейчас будет нам рассказывать про динозавров, про великие там воины,
И вот вокруг костра мы садились, и вот весь вечер до поздней ночи, пока там бабушка до хрипоты не будет орать и кричать в окно, мы все сидели и слушали его рассказы. И я помню, я однажды его спрашиваю: скажи, пожалуйста, а Бог есть? Сколько мне? Мне, наверное, 6-7 лет, где-то так. Я говорю: Георг, а Бог есть? Он говорит: ну, для верующих он есть, для неверующих его нет. Ну, меня такой ответ, конечно, не удовлетворил. Я говорю: а вообще он есть? Ну, он существует? Ну, я же тебе объясняю, кто в него верит, для него он есть, а кто не верит, для него нет. А вообще он есть? Ну вот верю я, не верю, а так он есть. Я говорю: ну вот дом, я могу верить, что дом есть тут, могу не верить, но он же есть дом. И он мне опять, он великий дипломат, его не проведешь. Он мне так и не ответил. Он так и сказал: для верующих он есть, для неверующих его нет. А так, в общем и целом, он есть. Я тебе еще раз говорю, кто в него верит, он есть для него, а кто не верит, для него его не существует. Ну, в общем, и так ответа я не добилась. Но зато я узнала про динозавра, про африканские племена, и про то, что вот на той горе, хотел сказать, на том участке, на возвышенности горел свет. Это потом я узнала, что это будка сторожа возле железной дороги. Но наш брат нам всем рассказал о том, что там крепость. И вот каждую ночь в крепости зажигается свет для того, чтобы нам сказать и дать нам понять о том, что там закрыта царевна, которую украли и закрыли в этой крепости. И как потом, поскольку приезжали не только они, но и со стороны матери, моей тетушки, сын и дочь. И они, поскольку они более обрусевшие такие, они русскоговорящие, ходили в русскую школу потом, они называли не барышня, а баришна на грузинский манер. Там баришна закрыта. И вот эта баришна меня не оставляла в покое. Я постоянно ночью вглядывалась туда, смотрю, этот свет горит, потом погас. Я думаю, вот, наверное, эту царевну сейчас узнали, ее, наверное, наказывают за то, что она зажгла свет. А как можно ее спасти? И вот я достала всех. А как можно ее спасти? А что можно делать? Но мой брат мне объяснял, что там охраняет семиглавый Дев, поэтому ничего не сделаешь, увы. Но однажды мы все-таки решили ее спасти. Об этом я как-нибудь расскажу, про наш поход. Когда мы исчезли из дома и нас начали искать. Это уже было летом, через несколько лет после этих рассказов. Мы уже с другими, моим братом и сестрой, по материнской линии пошли дойти до этой скалы, где она закрыта. А там есть болотистая местность, и взрослые очень переживали, потому что бывали случаи, когда еле спасли человека, а до этого что было, не знаю. Может, кто и погиб, поэтому и боялись этой местности. Ну, в общем, таким образом мы пошли туда, перешли через полуразрушенный мост и пошли уже в такие места, до которых мы никогда не добирались. Дошли почти до того поля, которое виднелся из балкона у нас. И дед наш, конечно, нас искал. Мамин отец искал нас, спрашивал, ходил полдня. Человек был в таком состоянии. И уже мы отчаялись найти эту скалу, возвращаемся назад, и дед нас встречает. И мой
Двоюродный брат Рудик, осмелевший, подходит, мол, ну что надо, что нас искать? И он такой оплюху ему дал, что аж это звук, знаете, эхом раздался в горах. Но мы поняли, что нам сразу подходить не стоит. Мы так дистанцию соблюдали, дошли до дома. Дома нас, конечно, наказали. Сказали, что больше никуда не пустят. Ну, пустили, конечно, потом через некоторое время. Они были очень добрые, кстати говоря, наши дедушки и бабушки. Просто очень сильно за нас переживали, боялись ответственности. Мы же были детьми, не понимали все равно, как бы, насколько это опасно. Вот так уходить далеко. Ну, всякое могло быть, понимаете? Хотя в то время как-то не очень так бы, как сейчас. Но в любом случае уже союз рушился, уже начинались вот эти все националистические всякие нехорошие вещи. Иногда заходили и в домах, находили людей убитыми. Всякое было. И поэтому они, чувствуя это все, настораживались и очень за нас боялись. Поэтому был такой небольшой конфликт в детстве. Но однажды мы открыли портал у нас дома. Вот я это все вспоминаю. Это было, конечно, жуткое нечто. По этим мотивам даже книгу можно написать. И думаю, я это сделаю. Мы играли в переселенцев и индейцев. Это по рассказам, опять же, моего старшего брата о том, что в Америке появились переселенцы, которые вытесняли индейцев, с ними воевали. И вот мы, как переселенцы, должны спастись и убежать от индейцев, которые нас преследуют. У нас стояла кровать на балконе, вынесли кровать, там летом что-то там, в общем, клали. Кто-то спал. И мы сделали такую, знаете, палатку. Принесли подушек, все одеялами закрыли, вот сделали как повозку. Сели внутри, и вот мой брат как бы ведет эту повозку и спасает нас от индейцев, которые нас преследуют. Мы вошли в эту игру очень. Это был вечер. Потом, когда все наши уснули, мы пошли опять туда же, сели. Таинственно все. Так маленькое окошечко оставили. Луна светит, мы в ночи спасаемся от индейцев. И вот мы начали играть, как бы, ой, они нас преследуют, поверни лошадей туда, к лесу. То есть мы вошли в такую роль, в игру. И в какой-то момент у меня маленькая сестра, она была еще вообще маленькая, начала плакать. Где мы? Где мы сейчас? Мы думаем, наверное, несет что-то непонятное, может, спать хочет. Как где? Мы дома. Я говорю, успокойся, не бойся, мы же дома. Нет, мы не дома, посмотрите. И вот мы с этого окна начали смотреть. Я говорю вам вот на полном серьезе, мы находились в лесу. Мы были совершенно в другом месте. Был какой-то другой мир. Мы боялись выйти из этой повозки, боялись выйти, чтобы не потеряться, не оказаться в какой-то другой местности. И начали смотреть с этого окна лес, густой лес. Ну, такой ночной лес, но луна светит. Кричит филин. Жуткая такая картина. И какие-то люди бегут. Какие-то люди пробегают, значит,
мимо этих больших дубов, деревьев. Я рассказываю, у меня перед глазами вот эта картина. Они пробегают, они мимо нашей повозки бегут, и мы начали слышать голоса, разговоры. Состояние, конечно, было жуткое. Ужасный испуг. У меня сестра, которая старше нас всех, она начала плакать, рыдать. Я домой хочу, я боюсь. Что ты наделал, она говорит ему. Геворг, ты что наделал? Ты что куда-то нас повез? Мы уже, то есть, настолько не понимали, что происходит, что мы у себя дома на этой кровати сидим, закрыли одеялом, притворились, что мы убегаем от индейцев, но мы оказались в лесу, в каком-то таинственном темном лесу, где люди, где голоса, где огромная луна. Потом появились какие-то огоньки. Эти люди были в каких-то средневековых одеждах. Ну, сейчас я понимаю. Тогда я понимала, что они какие-то странные люди, непонятные. Мы либо открыли какой-то портал, либо призвали своими вот этими действиями какие-то силы, которые нам показали вот этот мир, навели на нас какой-то морок, и мы увидели совершенно другой мир. Не знаю, что это было, но это все исчезло, когда моя бабушка вышла на балкон, потому что, видимо, увидела, что нас нет. Ну, встала, наверное, по своим делам, видит, нас нету. И она вышла на балкон и начала нас звать. Вы где? Вы чего не спите? Вы куда вышли? И все это исчезло. Мы, естественно, побежали к ней, а она поругала. Ерундой занимайтесь. На следующий день я начала спрашивать. Я говорю, бабуль, а вот что это было? Я рассказала, что мы это видели. Она сказала, вот потому что всякой ерундой занимаетесь, всякую чертовщину призываете, и всякие сатаны, так она сказала, приходят к вам. Нельзя такие вещи делать. Нельзя по ночам выходить на открытый балкон в вашем возрасте. Я же не знаю, что вы там говорили, что вы там какие-то слова произносили. Вот вам и померещилось, вот к вам и пришли вас пугать. Хорошо, что так закончилось, сказала она. Она отнеслась серьезно. На удивление она не сказала, вы бредите, это вам приснилось, ерунду не... Нет, моя бабка очень серьезно к этому относилась каждый раз. Вот если я задавала такие вопросы, например, она никогда не говорила, что глупости не говори, такого нету, такого быть не может. Вы ерунду там городите. Родители могли так сказать, а бабушка нет. Она всегда объясняла. Причем не только эта бабушка, и другие бабушки мои также объясняли. Всегда. Я не помню ни разу, чтобы я к ним подошла вот именно с вопросом, например, ночью вот кто-то ходил, или какие-то были звуки, и они вот сказали, это все ерунда, не обращай внимания. Нет. Они относились к этому серьезно и наоборот еще говорили, что вот возьми эту траву и положи под подушку, или возьми ножницы, положи под подушку. Особенно мамина мать, хотя она учительница со стажем, она в этих делах была профессор, вот все знала просто. Если голос какой-то дома там прозвучал, она ночью шла, значит, эту какую-то черную нитку растягивала, клала под коврик, что-то там начитывала, поплевывала. Вот до такой степени она была знаток всего этого. Вот интересно просто. Вроде бы, несовместимый человек, учительница, знаете, там человек науки, изучала, читала, очень была такая прогрессивная женщина, но это все знала. И когда однажды я спросила у нее, я говорю, Софико, ты вот должна в это все верить меньше всего, а ты вот всю жизнь этими приметами всегда. На Новый год мы приходили, она, так, подождите, вы не заходите, пусть зайдет вот мальчик, наш двоюродный брат, сначала должен мужчина зайти. Зайдите с правой ноги. Такие вот фокусы мы так называли. И я говорю, ты должна как бы меньше всего в это все верить. А ты все только этим живешь. Вот на каждом шагу ты все знаешь, где тут, как можно, что куда надо класть. И она мне сказала, чем
старше становится человек, тем больше верит в то, что есть что-то, кроме нас с вами, что есть души, духи, что есть зло и добро и так далее. Она сказала, чем старше становишься, между прочим, когда много узнаешь и читаешь, еще больше понимаешь, что это существует. Поэтому, говорит, ничего удивительного, что я человек начитанный, в это верю, потому что это есть. Когда у нас родился племянник, я помню, маленький такой был до сих пор. Ну, он уже женат, у него свои дети есть. И он, даже не племянник, а брат двоюродный, да, моего дяди сын. Он там плакал, маленький, она принесла мед, намазала ему, значит, ногу чуть-чуть, чтобы у него в жизни было все хорошо, чтобы жил сладко. Ну, в общем, чего она там не вытворяла, мы не понимали этого. Конечно, еще возраст был такой. А сейчас я понимаю, что все, что она делала, она относилась к народной магии, к приметам, к знаниям таким необычным. Что, в принципе, на самом деле помогало. Во все эти церковные праздники, в обычные праздники она приносила коровам, давала кусок хлеба. Коровам, овцам, свиньям, все, что у нее там живность была, она всем давала сначала им хлеб, потом мы садились есть. Я говорила, почему? Потому что так положено, чтобы они были здоровые, чтобы они давали нам молоко, чтобы через них пришло к нам благословение. Вот так мы жили. 2 дома. Дом родителей моего отца и моей матери были рядом. Прям вот, я даже не знаю, сколько там, 4 метра друг от друга. Они прям рядом. Когда меня обижали, я шла к другой бабушке. Там оставалась, там кушала. Вообще красота, когда у тебя 2 бабушки, 2 дома. Но однажды я поняла, когда меня сильно обидели, и я хотела всех наказать и не пойти кушать, как обычно. Не буду я есть, меня обидели. Но я чувствую, что я все-таки есть хочу, но слабость показывать не хочется. Не хочу сдаваться. Я думаю, что же мне делать? Посмотрела. У нас на крыше каждый год, значит, вешали виноград. Срывали вот прям кистями и вешали. Оно, значит, за несколько месяцев превращалось, ну, сохраняло свежесть более-менее. И вот к Новому году был свежий виноград, можно сказать. И там вот много понавесили, даже, не знаю, 50-60 этих, значит, длинных таких штучек, на них эти кисти понаделали. Из проволоки, что ли. Я посмотрела, вот там лестница. Думаю, понятно, выход найден. Я поднялась туда. Ну, одну штуку, ну, чуть-чуть съела, да. Спустилась. Мне понравилось. Я думаю, голодать не буду. И вот, значит, уже я искала причину, чтобы обижаться, не кушать, и шла наверх. Я не буду есть, вы все плохие. Поднимаюсь, я виноград, спускаюсь. И уже в конце, когда осень закончилась и как бы крышу закрыли, не глядя туда, просто поднялись, эту крышку эту закрыли и лестницу спустили вниз за ненадобностью. Проходит время, на Новый год собираются все, накрываем столы, и бабушка моя говорит, пойду я принесу виноград. Пришла, говорит, ёлки-палки, я вообще не понимаю. У нас весь виноград, а я же не буду кисти там срывать. Конечно, я его съедаю вот так вот. Просто срываю и ем. И она говорит, эти проклятые крысы, наверное, прыгали вот так и сорвали и съели. Ты посмотри, а. Прям вот столько съесть. Ну, конечно, за столько месяцев они, наверное, так прыгали.
Знаете, я, конечно, не призналась, понятное дело. И вот мне до сих пор мучит совесть, что я бабушке своей хотя бы перед смертью не сказала, что этой крысой была я. Что этот виноград съела я. Она так и не поняла. Проклинала, конечно, этих крыс каждый день. Ну, уже все поздно. На следующий год уже, конечно, следила. Постоянно поднималась, смотрела. Чем-то там, значит, обволакивала. Не помню, какой-то там газетами или что. Вот такая интересная была история. У нас были кошки. Такие хорошие, послушные. Я помню некоторых из них, и собак помню. Вот сейчас понимаю, что если бы вот сейчас я жила там, конечно, у меня было бы совсем другое понимание о собаке. Но мы не подходили, мы боялись, потому что собаки были на цепи, конечно, мы боялись подходить. Приносили хлеб, кормили, все отдавали, естественно, и поили. Они жили долго и счастливо, но сейчас, конечно, деревня. В деревнях всегда на цепи сидят песики. Сейчас я бы этого не допустила. Понимаешь, что нельзя так, и собаки озлобляются. Но тогда село, обычное село, у всех во дворах сидят эти собаки на цепи. Но одна собака особенно мне запомнилась. Звали эту собаку Бухар. Это была огромная кавказская овчарка серая. Очень злючая, очень строгая. Когда эта собака лаяла, все собаки затыкались. Боялись вообще звук подать. Но эта собака не кусала только меня. Я помню, однажды мои тетки с их детьми, в общем, мои подружки, еще кто-то проходили мимо вот их двора, а там сетка, и больше ничего. Высокая, правда, сетка, но то есть закрытая. И эта собака внезапно выскочила и побежала к сетке. Был такой нечеловеческий крик, все так завизжали. Только я стояла, сунула пальцы в эту сетку, начала гладить. Конечно, меня ругали там очень, испугались, перепугались, потому что он мог откусить. Но меня эта собака любила. И самое интересное, что несколько раз в моей жизни голос этой собаки, он ли это был, или эти силы просто принимали обличие этой собаки, эта собака несколько раз спасла мне жизнь. Один раз в Москве, когда я забыла выключить газ, не газ, там плиту, и кофе, значит, там разлилась, и уже пламя поднималось. Я услышала на кухне лай собаки, большой собаки. Ну, естественно, это было невозможно. Кроме меня там никого не было. Да и вообще, как собака могла подняться на 14 этаж? И каким образом вообще? Через балкон соседей? Это невероятно. Я начала так потихоньку выглядывать туда, чтобы понять, что там происходит. Никого, естественно, не было, но я увидела пламя. Погасила сразу же, предупредил. И до этого один раз, это было в Тверской области, когда я работала администратором передвижных театров, дельфинарий, зоопарков, шапито. Я работала администратором несколько лет. И очень удачно, между прочим. Ездила потом раскопками. И в то время не было карт, переводов. А мне нужно было для начала оплатить, значит, квартиры. Мы арендовали квартиры на 1 месяц, пока дельфинарий должен был там стоять. И мне
отправляли большую сумму денег. Тогда прям очень большую сумму денег, машину можно было купить. Надо было договориться за место, оплатить, значит, мы проводили свет на время туда, значит, с водостанции, там, оплатить, ну, все эти услуги оплачивать, ходить везде, снимать квартиры для артистов, чтобы они там жили и так далее. Это большие суммы. Ну, мы это не замечаем, но люди, которые этим живут, они промышляют этим, да. Помышляют, да, неправильно сказал. Они как бы очень внимательны, возле почты сидят, смотрят, наблюдают. Я взяла эту сумму и пошла. Уже был вечер, рано уже темнело. И я чувствую, что за мной идет человек. Я не могу сейчас утверждать, но мне показалось, что у него в руке что-то блеснуло. Это было нападение даже 100%. Хотели деньги отобрать, они увидели, что я с деньгами пошла. И он подходит, я понимаю, что там тупик, я никуда не убегу. Хорошо, если только деньги заберет. И откуда я отдам потом этому директору эти деньги, неизвестно. Сами понимаете, капитализма. Вот. А если еще жизни лишит, конечно, мог. Почему бы нет? Тем более, что его лицо было видно. И вдруг за моей спиной вот этот собачий лай. Той же собаки из моего детства. Он сначала оторопел и убежал. Я, конечно, очень быстро зашла в подъезд. Бегом поднялась, закрылась. Только тогда пришла в себя и поняла, что там никого не было вообще. Не могла никакая собака там лаять. Никого, тупик. Идешь там, вот это вот, значит, арка, как в стародавние времена строились до революции. Вот с того времени это здание, вот такая арка идет, вот так вот длинная арка. Там тупик после. Просто никуда не денешься. Я-то думала, сейчас так пройду, он уйдет. Ничего подобного. Он меня загнал в этот тупик. И не было там никакой ни собаки, ни души, никого не было. Из голос лай был того же Бухара из моего детства. И вот он меня спас. Видимо, душа этой собаки любила меня не только при жизни, но и после смерти. И приходила мне помогать. У нас по одной линии мы практически, можно сказать, ну, не на краю села, но ближе к этому жили. Прямо на краю села жила сестра моей бабушки со своей семьей. Ее звали Ашхен. Была она в молодости, говорят, красавица. Ее рано выдали замуж, чтобы не украли. За ней уже ходили. Значит, и отец выдал замуж за нелюбимого человека. И жизнь этого человека так и, знаете, пошло-поехало. Ее мужем был брат моего деда по маминой линии, тот самый Саркис, который воевал, который дошел до Берлина. Он был неплохой человек, но они были очень разные люди, не соответствовали. Ашхен была такая более, знаете, живой ум, любознательная женщина, юморная. Он был обычный деревенский мужик, такой немного неотесанный. У него погоняло было медведь. Он однажды в Ереване останавливал трамвай. Значит, он машет рукой, мол, остановись, остановись. Он не успел и думал, что трамвай это, я не знаю, маршрутка. Хотя тогда и маршруток-то не было. И один мужик высунулся из окна и сказал: дядя, ты что, медведь, что ли? Что ты прешься? И он: это, наверное, из нашего села. Меня узнали.
Да нет, просто повадки были медвежьи, поэтому вообще сторону моей матери так называли медведи. Медвежьи повадки были у этих людей. И у его сына такие же разговор, крики, разговор, ну, как бы на таких повышенных тонах. Не то, что они плохие люди, но они такие, вот, знаете, громогласные, высокие, пушистые, как я в детстве говорила. Один раз увидела, как, значит, двоюродный брат моей мамы с этой стороны, из рода медведей. Смотрю, Жара, Завенный его звали. Он вышел, колет дрова. Я говорю, а почему он в шубе вышел зимой? Ой, летом. Мама моя говорит, тихо, замолчи, это не шуба. Это его волосы. А я подумала, что он в черной шубе вышел. Думаю, нахрена в такую жару ты в шубе вышел на улицу колить дрова? Оказывается, он вышел без ничего, то есть, ну, торс оголил вверх. А у него такая растительность, что как будто бы шуба. Вот я тогда поняла, почему их медведями называют. Косолапые люди, вот такие вот повадки медведя. Когда-то в 15-м году, а потом и после, бывали такие стычки постоянно между народами, живущими в Грузии. Не буду сейчас так углубляться. И иногда люди ночью убегали из домов, потому что были такие, знаете, бандитские нападения населения. Грабежи, революция, Первая мировая война, значит, ближе уже Вторая мировая идет, эти все резня, конфликты между народами Кавказа и так далее. Время было страшное. И это поколение прошло очень страшные времена. Все наши бабушки, дедушки, соседи наши, вот эти все женщины, мужчины, они прошли, на самом деле, они родились в такое время, знаете, пожарищ. И так и жили всю жизнь между войнами, конфликтами. И моя бабушка Марта вместе с детьми убежала в лес. Мужа не было дома, он куда-то уехал. И соседка прибежала, мол, беги, беги, там будет нападение, на нас напали. Действительно напали на село. Я не помню, какой год, если честно. Может, 25-й, 27-й, вот эти годы. Они все были рождены примерно в эти годы. И она собрала детей, а вот Саркис, этот маленький, он был самый маленький тогда, то есть младший. Он был очень маленький, хочу сказать, несколько месяцев всего. И убежали в лес. Поднялись в горы, и там у них были убежища. Вот половина села там находилась. Ночью ее кто-то зовет по имени. Все спят, все село спит. Это рассказ от моих бабушек. Ночью кто-то зовет ее по имени. Марта, вставай. И она встает, оглядывается, никого нет, все храпят. Думает, наверное, привиделась. Это та самая рыжая Марта, их мама, которая была повитухой, знахаркой. Ее называли Марта Ханум. Приезжали со всех селений, по ночам ее возили, потом привозили обратно с дарами. Она принимала роды. В то время это было очень великое искусство и мастерство. Много женщин умирали при родах. Это было страшное очень время, когда медицина была практически на нуле, и такие женщины просто очень ценились. И вот опять ее начинает звать кто-то. Марта, вставай. И она встает уже, начинает смотреть по сторонам. Может, кто-то шутит, что происходит, почему меня все время зовут. И случайно взгляд попадает в ту сторону, где ее дети спят. И она видит, что волк наклонился
над Саркисом. И пытается, уже хочет забрать. И вот она заорала, и проснулись, мужики там проснулись, значит, и вот выгнали волка. Он испугался и убежал. И вот она говорила всегда, что меня дух моей матери разбудил. У нее мать умерла в молодости. И говорит, когда я подумала, но я ее не застала, это ее рассказ, как моя бабушка рассказывала, что Марта потом сказала, что как я вспомнила потом, чей это был голос. Просто мать умерла, когда она была ребенком еще, и могла не сразу понять. И это был дух моей матери, это ее голос меня разбудил, чтобы спасти Саркиса. Вот его забирал волк. Они все умерли в глубокой старости, ее дети, между прочим, скажу. Очень удачливые были, у всех большие семьи, дети. Все до сих пор, все там образованы. Один из них даже депутатом в России стал. Не буду называть имя. Он, правда, поменял имя и фамилию. Когда я, извиняюсь, увидела этого черного ворона на плакате огромном, призывающий к благополучие. Но я знала, что этот аферист будет депутатом. И с детства дед говорил ему, ты будешь депутатом, людей будешь оббирать. Я знаю. Я не знаю, почему он так говорил. И он действительно стал депутатом в Волгоградской области. Поменял фамилию, имя. И я когда увидела его фотографии с таким вот русским именем и фамилией, честное слово, мне так стало смешно. Но русскую фамилию он взял у жены. Там женился, да. Ну, ей-богу, вот этот аферюга, когда он еще и назвался, и вот, и, ну, законно имеет право человек менять имя, фамилию, конечно. Фамилию взял жены, имя поменял. Ну, я думаю, ну, твою мать, ну, ты можешь назваться хоть Иваном, хоть Василием, хоть кем угодно, но рожу-то, рожу ж не поменяешь, правда? Ну, вот смотришь, идет Иван. Извините, конечно, нос до самого не хочу, но просто ворона. Ну, какой ты, Иван? Ну, тебе не смешно просто? Ну, назвался и называйся как есть. Как тебя зовут, так и называйся, и будь депутатом. Нет, он решил, что если он назовется Иваном, то его больше полюбят. Он, как сказано, бьют-то не по паспорту, а по роже. Ну, ладно, забудем о нем. Так вот, да, вот он внук этого Саркиса, между прочим. Он такой удачливый парень вышел. Да. Второй брат, который был более такой добрый, человечный, он реально очень добрый. Он, конечно, всю жизнь страдал, как обычно, да. Вот такие вот жополезы и такие притворщики, они, знаете, находят себе место. И очень хорошо присосутся куда-нибудь и сидят, и там и себя корчат, не знаю кого. А вот этот вот, я знаю, что он действительно добрая душа, а ему вот не повезло в жизни. Слишком добрый он парень, чтобы стать депутатом. Так вот, в то время колхоз выделял землю и сажал на этой земле тутовые деревья, шелковицу. Потому что Советский Союз производил шелк. Если кто не знает, шелк производится из кокона. Определенный кокон бабочки, ну, шелковицы. Когда они становятся куколками и, значит, обматываются шелком, не дают им вылупиться, там какой-то определенный срок, время. Эти коконы кидают в горячую воду и начинают, значит, мотать, забирать этот шелк. Кажется, процесс легкий, на самом деле это надо уметь, конечно, иначе испортишь. И вот эти, для того, чтобы шелковица там была, ее туда, значит, сажают. Те питаются этим, как его, листьями шелка, шелковицы, листьями тутового дерева. Но это в древние времена так делали. А в советское время было производство. И питались они листьями тутового дерева, поэтому каждый год приходили, срезали эти листья,
срезали, значит, эти... Но шелковица имеет такую особенность, она быстро растет. Это очень такое дерево живучее. И сажали целый сад. Значит, вот тебе тута, то есть все, что там растет, можешь забирать. Единственное, надо было ухаживать за ними, просто время от времени поливать. И вот эта часть земли тебе тоже для использования. Хочешь картошку сажать, что там хочешь, делай. Ну, чтобы деревья росли, и чтобы каждый год колхоз собирал. Ну, несколько раз в месяц срезали эти ветки, уносили для этой шелковицы. И вот Ашхену и ее мужу вот выдали возле их прям огорода еще большой такой кусок земли, на котором эта шелковица росла. И одна часть земли, значит, им было выдано колхозом. На второй части они построили дом. И еще внизу тоже был большой сад. И я любила у них побывать, потому что красивое место. Рядом маленькая речушка, значит, протекала. Такой источник, мы ее речкой называли, тоже речка. Потом начиналась вот большая скала, дорога шла прям в лес, вниз к реке. И начиналась вот эта вот одна сторона леса, река, чуть подальше поле было колхозное, правда, прям возле леса это поле находилось. Но место очень живописно красивое, это надо видеть, это не описать словами. И рядом с ними, поскольку вот это вот дикие места, там росла малина, ежевика. Мы шли, собирали, делали из ежевики вино. Собирали в бутылку, значит, промывали там палки такие тонкие, чтобы туда пролазило. И, значит, его там, как там, ну, давили, в общем, эту ежевику внутри. И толченую эту ежевику через некоторое время, там несколько часов надо было оставить, потом оно прям вот становилось очень вкусный сок и немного как вино, знаете, можно было, значит, немножко охмелеть от этого вкуса, потому что там было собрано прям вот эта вся сахароза. Но когда мы шли к ним домой, у них еще были очень вкусные фрукты. Вот гранат, который я очень любила. Огромный такой, сладкий. Но был один минус. Там была большая собака. Звали эту собаку Шарик. Насколько я помню, да, Шарик его звали. Это был Алабай. Это сейчас я понимаю, что это Алабай был. Но дед Саркис мне внушил, что это медведь белый. И поэтому я все время спрашивала, а медведю белому летом у нас не жарко, а почему, откуда он привез? И он мне рассказывал очень интересные истории о том, как он на севере был, он нашел берлогу медведя, оттуда вытащил этих медвежат, одного из них забрал. И я все время думала, а почему он, а вот не жалко, а вот медведь, а их мама придет, а медвежат нету. А он говорит, да ничего страшного, она еще народит. Она не против, она же знает, что медвежат никто не обидит. В общем, интересные истории он мне рассказывал. И он не умел читать и писать, этот человек. И когда мне дома все время говорили, что, мол, надо читать много, надо учиться, чтобы быть большим человеком. Я однажды сказала, а вот дед Саркис очень большой, а он ни читать, ни писать не умеет. Ну и что? А он же большой вырос. Так что не надо читать и писать, чтобы большим быть. Пожалуйста, вот он. Я приводила пример его. Он действительно не умел ни читать, ни писать. Но большой же вырос. Чего вы мне голову морочите? Вот. И вот этот Шарик, он был, конечно, да, он охранял. Он очень такой был пес, но очень умный пес. Он вот за
ворота он вообще не обращал на нас внимания. Только если мы подходили к воротам, да, тогда начинал лаять. Он очень лениво поднимался с места. Я его вот очень хорошо, четко помню. Хочу, чтобы даже этого песика помнили. Ну, не песик был, конечно, песище, но чтобы помнили. Огромный мишка. Ну, при них он был смиренный пес, конечно, ничего не делал. И мы приходили все время к ним домой, сидели внизу. Шум реки рядом был слышен. И, знаете, такое место, я даже одно время, когда узнала, что сын старший семьей хотят продать этот дом за какие-то там $5000, что ли. Я даже сказала, что я хотела бы купить этот дом. Мне потом, ну, хватит. Потом как-то вроде передумали. В общем, я так и не поняла. Я хотела купить этот дом, чтобы он никому не достался. Мне было так жалко. Я выросла там, понимаете, я любила их дом тоже. Это красивое, живописное место. Они жили прям рядом с рекой, рядом со скалой. Не знаю, прям лес рядом. Очень красиво. И мне причиняло боль то сознание, что этот дом кому-то, чужому человеку достанется. Хотя я понимаю, что это, конечно, правильно. Если в доме никто не живет, то лучше пусть живут и семья, и люди там смотрят за этим домом, дом будет жить. Ну, наверное, в тот момент воспоминания детства так сыграли большую роль, что у меня все внутри перевернулось, и я очень хотела купить этот дом. Прям рядом с ним, уже ближе к селу, то есть в ту сторону, к селу, жил брат когда-то моей бабушки. Мне так удобнее рассказывать. Я помню, когда мы собирались у моей тетки, я про всех рассказывала, как они жили, что. И говорила, все, остановились мы возле дома таких-то. Завтра отсюда продолжим маршрут. Все помнила, какая память была феноменальная. Да и сейчас есть. Брата моей бабушки звали Аршак. Он был садовник. Посадил там черешню, которая раньше всех плодоносит. В Грузии есть такие сорта, да, но не везде можно найти. И очень часто останавливались люди, просто подходили и собирали этот урожай. Ветки тянулись прямо к дороге. Этот человек никогда ничего не говорил. Сам выходил, угощал. Потом там поселился его сын, который не очень-то хороший человек. Там уже совсем по-другому он себя вел, конечно. Аршак работал продавцом в магазине. В 30-е годы на него написали донос. Моя бабушка вот Ашхен, Аршак, они были родные. То есть и по матери, и по отцу. Но поскольку мать их бросила в детстве и ушла, и жила с другим мужиком, и родила 11 детей, которые все умерли. Насколько я помню, 11, по-моему, или 9. Нет, 11, кажется. Вот такое вот наказание. Они были сироты, а у них была особая связь. Они помогали друг другу между собой, спасали друг друга. Брат воровал хлеб из дома, приносил им, отдавал тайком, чтобы они ели, понимаете?
они были родные. И у них была особая связь, берегли друг друга. Хотя вот к другим своим братьям и сестрам тоже неплохо относились, рожденные от мачехи, мачехи-отравительницы, которая отравила их бабушку. Потом травила детей своего сына. Была недовольна, что сноха рожает дочерей, девочек. Она травила их крысиным ядом. Страшная была женщина. Была молодая в те годы. Как у нее рука поднималась, я не знаю. Я об этом рассказываю, где говорю о своей бабушке Нине. Вот ее мачеха. Ужасная была особа. Так вот, Аршак работал в магазине продавцом, и на него написали донос. Это были 30-е годы. Пришли, увидели какую-то недостачу, что, впрочем, неудивительно. И его отправили на 20 лет, ну, в общем, в лагерь. Он был в Иркутской области. Находился там. Вернулся оттуда просто контуженным, можно человеком сказать. Психика абсолютно была сломлена. Очень нервный, больной. Легкие практически были негодные, поэтому и умер молодым. Но пока он сидел, его жена Маро связалась с турком, с молодым, стала с ним встречаться, приводила его в дом. Дети были маленькие. Она сказала, что один раз даже хотела их задушить, но потом в последний момент не смогла, призналась так. И однажды они просыпаются, поскольку они по соседству жили. Вот Ашхен просыпается от крика, плача детей. Не понимает, что произошло. Приходит посреди ночи. Она бросила детей и сбежала с этим турком, вышла за него замуж. Потом она очень долго и мучительно умирала. У нее там родилось 2 детей, 2 дочери. Одна из них приезжала к своему брату сводному. Но это уже потом, позже будет. И вот эти дети осиротели, мама ушла, оставила их. И они, естественно, выросли у тетки, у неродной бабушки, где-то впроголодь, где-то как сиротская доля. И когда вернулся отец, он женился на грузинке Лизе. Лиза ее звали. Она была женщина такая бесшабашная, веселая, знаете, такая вот легкая на подъем. Но, невзирая на все ее минусы, где-то была немножко неаккуратная, она оказалась настолько человеком, что заменила этим детям мать. Просто мать, клялась их именем, они ее очень любили. Не каждая женщина может уже взрослым мальчиком стать матерью. Она стала. Они просто начали душой как-то, знаете, исцелились с этой женщиной. А Аршака отпустили раньше, когда Сталин умер, его отпустили пораньше. Но он уже вернулся оттуда получеловеком, конечно. Был очень нервный человек, терпели все. Но Лиза родила от него тоже сыновей, 2 детей родила. Жили, в принципе, дружно. Но когда каждый отделился, один сын уехал, остался в России, женился. Другой
дом построил, отдельно ушел жить со своей семьей. Еще один ушел в Грецию, и вот остался младший. Младший, звали его Размик. Жуткое существо, конечно, вместе со своей женой. Понаделали долгов. Очень глупые, безалаберные. Просто, знаете, есть люди, которые ездят, вот ходят по домам, где бы поесть, где бы еще что-нибудь, где бы провести время. Вот так жили эти люди. Не стали они для нее опорой, но сделали очень много долгов. Были годы 90-е. Начали приходить, начали грозить. Она просто испугалась и решила продать дом. Все, конечно, ходили, уговаривали. Она не слышала. Вы что, хотите, чтобы его убили? И вы хотите, чтобы я его похоронила? Я этого не перенесу. Это мой ребенок. Пришли люди, уже были готовы купить дом, но мои бабушки пошли, уговорили одного из сыновей, который родился в первом браке, у отца, что это дом твоего отца, это сад, который твой отец посадил. Не давай никому прийти туда. Он взял, продал свой дом, за эти деньги купил дом отца у мачехи и переехал туда жить. Этого Размика, говорят, что убили впоследствии. Он эти деньги все пропил. Они хотели одну часть отдать долги, а другую часть использовать, как бы что-то купить. Но, к сожалению, непутевый сын, а точнее подонок, оставил мать на улице. Жена пошла по трассам, с каким-то старым мужиком сошлась, жили. Дочери также. Не захотели они с дядей жить. Он был готов их забрать к себе. Но там дисциплина. Они привыкли по-другому жить. Ужасно жалко, потому что были очень хорошие дети. Очень красивые, маленькие такие, с огромными глазами. Но загубили их судьбу. Родители непутевые загубили. Могли они жить в селе, в этом огромный сад, который отец оставил. Они могли ничего не делать, просто урожай продать и на это жить на самом деле. Настолько просто ничего не надо было делать. Но непутевые и подлые существа, они оставили ее просто на улице. Она приехала, вернулась. Директор нашей школы дал ей маленькую комнатку. Там возле школы были там еще классы дополнительные, так, пристройки. И вот в одной из них она жила. Потом ушла в старческий дом. Один сын был в Греции. Он, правда, помогал ей, звал к себе. Но она не захотела. Видимо, не захотела их обременять. Тем более, что все деньги, все, что от продажи этого дома она отдала младшему сыну. Может быть, совесть не позволяла уйти к старшему своему сыну. Ну, они звали на самом деле. Ради справедливости надо сказать, что они не бросили. У нее старшая сноха была гречанка. Вот, и поэтому они уехали в Грецию. Но нормальная, достойная женщина. Она сама не захотела поехать. И умерла в этом доме престарелых. Понимаете? Вот мать, которая... Никогда не продавайте свои дома. Никогда, ни ради кого. Если у вас есть дополнительный какой-то дом, я могу понять такой, когда, просто вот смертельная опасность, знаете, умирает человек, можно спасти, вылечить, если есть шанс. Тогда я пойму продажу дома. Но продать и отдать долги... с одной стороны, она поступила как мать.
Она хотела помочь ему, спасти его, потому что его могли убить за эти долги. Но видите, как сын оценил это, как он себя повел и как он поступил. Он поступил очень, очень подло. Вот. После их дома там есть такой огород, большой сад тоже. Там нет огородов, там огромные сады. Эту часть, вот этот отрезок земли, это... Хотя они там не жили, они жили выше в селе. Этот отрезок земли принадлежал другому брату моей бабушки. Он был глухонемой. Они взяли очень красивую девушку ему в жены, Наталью. Наталья была грузинка, но была из очень бедной семьи. Ужасно бедной семьи. У нее даже не было нижнего белья, как говорили. Вот так вот ее привезли. Поэтому отдали за этого глухонемого парня, хотя он по фотографиям старым я смотрела, красивый был мужик. Но вот с таким недугом родился у мачехи. И вот Наталья вышла за него замуж, родила детей. Но свекровь ее не устраивала, что она рожает дочек, лишние рты, как она говорила. Зачем нам они нужны, эти лишние рты? Вот она из своих дочек смогла спасти только 2. Но потом сын родился. Она всю ночь не спала, просто дежурила. Понимаете? Чтобы свекровь не подошла к детям. Она была убийца. Надо говорить вещи своими именами. Она была убийца. Она убила свою свекровь. Может, еще кого убила, мы не знаем. В то время не было такой экспертизы, знаете, чтобы выявить. Но то, что она отравила свекровь, все знали. Просто пожалели ее ради детей и не стали писать никуда. Не сказали ничего. И она 3 или 4 маленьких, вот новорожденных, перемешивала крысиный яд с молоком и приносила, кормила своих внучек. И Наталья сказала, что я до сих пор не могу забыть, как мой ребенок стонал, а потом посмотрел мне в глаза и, значит, какой-то звук издал такой мучительный, потому что от крысиного яда это мучительная смерть. И вот с этими открытыми глазами вот так уставился на меня и, наверное, спросил, за что. Я, говорю, не могу до сих пор забыть это и просить себе, что я не смогла ее спасти. Вы представляете, какой внутренний мир у этой женщины был, и чего она натерпелась в этой семье. Это страшно вообще, страшно. Мне кажется, я вообще не понимаю, как она после этого жила там. У нее, не было выхода тогда. Слово «развод» никто не слышал. Мне кажется, я не знаю, что бы я сделала с этой свекровью, если бы я поняла, что моего ребенка травят. Ужасно. Так вот между ними вот это очень такой вот огромный сад был, очень длинный, длинный такой кусок земли. Это было, значит, принадлежало другому брату и их семье. Дом у них был в другом месте, но вот так вот у нас в селе, да и везде вообще на Кавказе так заведено. В одном селе, например, дом может у тебя быть там, а еще у тебя отрезок земли где-то еще в другом месте. Это давалось, потому что семьи были многодетные, для того, чтобы другой брат еще мало ли захочет построить дом. Семье давали вот этот отрезок земли. То есть вся земля этого села принадлежала вот общине сельской, то есть местным жителям распределяли между собой и пользовались. И вот через этот отрезок земли следующий дом родителей моей мамы. Дед, бабушка, были мои тетки еще незамужние там. Я застала их пока незамужние. Я помню, когда моя тетя Светлана пришла, плакала, что она не хочет выйти замуж. Она любила другого человека.
Ну, тот женился на другой женщине, она очень сильно страдала, работала учительницей. И пришли ее сватать. Я считаю, что ей очень повезло. У нее замечательный муж, очень хороший человек. Он заставил себя любить, можно сказать. Знаете, такое редко бывает. Чтобы знать, что тебя не любят изначально, но сделать все для того, чтобы просто заслужить эту любовь. Она его полюбила. И говорила, что я так рада, что все-таки не то, что вам заставляли и били, нет, но она понимала, что ей нужно замуж, у нее уже возраст подходил к этому, ей хотелось тоже создать семью, жить самостоятельно, но, как бы сказать, когда сердце не свободно, очень больно выходить за другого. Но она вышла все-таки, пересилила себя. Я помню, когда пришли сначала сватать. Знаете, это сейчас одну свадьбу справляют и все. А в то время изначально было грузинское слово «белга» называется. Это вручение кольца. Сначала приходят, сватают, они уже приходят готовые, они перед этим, конечно, говорят, общаются, что вот вы не против. Это не так, чтобы вот ты дома сидишь, там, не знаю, голова болит, а тут постучали, пришли сватать. Нет, естественно, заранее договариваются. Естественно, эти люди уже не против, но они по традиции должны прийти просить руки. Я помню, пришли, значит, этот человек был дядей моего одноклассника. Пришли вот, значит, сестры его, он, ну, родители, естественно, еще кто-то. И сначала вручили кольцо, поговорили, обговорили. Потом следующий этап называется обручение. И обручение это не вот это кольцо. Обручение это уже когда приходят родственники с подарками, с этими. Вот сидели, накрыли столы дома. Опять же, там, знаете, как маленькая свадьба. А потом уже свадьба. И у всех так было. В 90-е уже как-то по-другому. И сыграли свадьбу. Я ее свадьбу помню замечательно. Очень шикарная свадьба по деревенским меркам. Определенное было заведение. Сейчас в каждом селе построили такое место, где свадьбы, там похороны и все прочее. То есть это удобно на самом деле. Такое, знаете, так помещение такое. И посуда, все это дается государством, все есть. Просто надо в конце все это помыть и аккуратно все это убрать, значит, почистить и оставить следующим людям, которые тоже... И кухня есть, и все. Сейчас вот помещение в каждом селе в Грузии построено, по-моему, в Армении тоже. Это хорошая практика. Я считаю, что это... То есть это общине принадлежит. Вот они там все эти события празднуют. Это и уже не нужно в доме сидеть, как раньше делали. Но раньше брали на прокат, значит, огромные такие эти были скамейки, столы, посуду. Это все возили, все это ставили. Не знаю, где там в районе это было. И потом это все собирали, уносили обратно, естественно, и оплачивали это все. Палатку ставили большую. И вот в этой палатке, значит, тянули свет, везде горел. Вот сейчас рассказываю, все, кто из Закавказья, все это прошли. На пестрое, значит, вешали ковер. Обязательно красный, как правило. Ватой писали буквы. Будьте счастливы. Писали по-всякому. По-грузински могли писать, на армянском. По-русски прям как слышали, так будьте счастливы. Вот так и писали. Да никто на это не обращал внимания. Главное, что они счастливы. А как написано, все равно. Понимаете, вот сейчас я вспоминаю, да, это наивно, может быть, звучит. Это так примитивно по меркам нашего времени. Но для нас это было очень замечательно. И мы вот шли по соседям.
у нас задача была у всех стулья, значит, кастрюли, еще что-то. Все знали, что свадьбы все давали, потому что все точно так же потом просили у других. И вот мы все, груженные этими скамейками, стульями, шли, все это расставляли. Нас, конечно, хвалили. Чем больше нас хвалили, тем больше мы старались, потому что было приятно заслуживать. Потом, конечно, нам мороженое покупали. Дядя возил нас в этот район, райцентр, это там минут 20 ехать. И мы с мороженым, с конфетами возвращались радостно. Это наша награда была, поэтому мы старались. И в Грузии каждую субботу и воскресенье на час выключали свет. Особенно осенью. Осенью начинались сезоны свадеб. И на этих станциях работали люди, которые регулировали это все. Естественно, знали, то есть все эти ГЭСы, ТЭСы, все это электричество шло. И они оттуда, у них там рычаги были, например, в этом селе нажимали кнопку и выключали свет. Но мы говорили, а сейчас, через полчаса где-то свет будет. Почему они так делали? Они знали, что где-то свадьба. Они выключали свет. С этой свадьбы с шашлыками, с вином, с хинкали, в общем, ехали туда. Возили мы эти угощения. Они поздравляли, выпивали вместе, и вот они включали свет. Вот такая была традиция. И они, не знаю, почему и как, но так было всегда. Все мое детство. Всегда в понедельник, в воскресенье, субботу и воскресенье, как правило, в осеннее время всегда на час выключали свет. И вот на свадьбе, то есть моей тетки, а потом моего дяди, тоже выключили свет, и бабушка моя сказала, сейчас мы вам свет принесем, не переживайте. И мы все зажгли какие-то эти факелы, поставили. Было очень таинственно. Я хотела, чтобы свет не включали, потому что там можно было очень много конфет съесть, никто не видел. Так было веселее, но свет дали, к сожалению, поэтому, да. И поехали наша делегация, окруженная шашлыками и вином и всем остальным. Добрая традиция, согласитесь? И действительно, через полчаса, как только они доехали, принесли эти угощения, там включили свет. И да будет свет. Опять палатка была вся светлая, и мы все радостно танцевали дальше. Я помню эти свадьбы до мельчайших деталей. Их танцы. Я помню, как бабушка моя в лоб поцеловала невестку. Там это можно. Это не то, что покойника в лоб целуют. Там можно это делать. Это считается знак уважения к снохе. Целует в лоб. То есть молодец, ты там часть нашей семьи. Дядя мой украл нашу сноху. Обманул ее. Они вместе учились. Он утром ехал на занятие, увидел ее и сказал, давай на такси поедем, что мы... И как будто бы остановил такси. Они сели, поехали. Потом она поняла, что это не такси, начала кричать. Он ее уговорил как-то. Были молоды. Приехали. И бабушка моя, прабабушка наша, мамина бабушка, вышла. Сказали, но перед этим он хотел жениться на другой девушке. Или дразнил мою бабушку, не знаю, говорил, я приведу такую же, как ты, закрою вас двоих в одной комнате. Значит, и вот вы как два петуха там друг другу будьки повыдергиваете. Или шутил, или действительно так хотел, неизвестно. Но уже разговоры у нас шли в семье, что вот
значит, женится. И тут тоже звали так же, как и нашу сноху. И когда эта бабка вышла, и там эти парни: бабуля, мы вам привезли невестку. И она сказала: как ее зовут, кто это? Имя произнесли, и моя бабушка подумала, что это та самая, которую дома не хотели. И она сказала: везите ее обратно, нечего ей тут делать. И вот наша сноха все время помнила, говорит: бабушка меня выгнала тут же, сказала: иди обратно, езжай. Она была из хорошей семьи. Отец когда-то, ну, то есть ее отец когда-то работал милиционером, вообще милиционером был. И был убит на службе. Мать вырастила их, 2 дочерей, одна. Очень интеллигентная была женщина, очень начитанная, очень приятная. Я ее помню до сих пор. Ее уже нет в живых. Замечательная женщина была такая вся. Знаете, аккуратная. Ну, какую-то должность занимала, сейчас не помню. Одна дочь вышла замуж в Тбилиси, они из Дилижана, из Армении. А другую тоже вот в Грузии украли. Родственники искали, не могли найти. Какой-то не тот ориентир им сказали. Они поехали в совсем другое село, вернулись назад. И, в общем, наш народ, муж моей тетки, сажает всех в свою машину и едут в Дилижан договариваться. Молодые уже у нас дома, а они едут, значит, туда. Цветы купили, все в дороге. Приехали. Мой отец, невзирая на свой характер, он человек очень остроумный, он такой шутник во многом. У меня есть от него вот это вот умение правильно шутить. И они подъехали к этому дому, спросили, кто там, чего. В общем, им показали, они подъехали. Теперь они не выходят, его пустили вперед, мол, иди, поговори, если что. Не выключают машину на всякий случай, чтобы убежать. Наверное, думали, их побьют там или... Ну, народ весь такой на взводе. И мой отец пошел говорить. Зашел, говорит: дорогие мои, я зять. Я, если кого надо побить, вон, говорит, целая машина народу, меня бить не надо, я их зять. Я тут ни при чем. И они посмеялись, естественно. Не дикие же люди. Пригласили его, они уже сидели, пили и так далее. Эти сидят в машине, ждут. Потом потихоньку начали выходить. В общем, прошло все хорошо. Их не побили. Помирились и, естественно, договорились о свадьбе. И вот провели эту свадьбу, такую же свадьбу. Также палатка. Единственное, что мы нашли шоколад, который там давно лежал, шоколадная корзина. Сейчас такое делают и всякое, но тогда это была вообще редкость. Привезли из Тбилиси в какой-то французской кондитерской лавке вот эту вот вазу шоколадную. И мы очень хотели, чтобы все занимались своими делами, отвлеклись, и мы пошли эту шоколадную вазу, забрали оттуда. Но дело в том, что этой вазе это осталось еще со времен помолвки моей тетки, понимаете? Наверное, 2 года стояла как сувенир. Может, моя бабушка думала, что шоколад можно хранить тысячелетиями, я не знаю. Но, естественно, он был просроченный. Мы отравились. Нам было очень плохо. Я помню, что нам минералку приносили. Потом, когда выключили свет, и мой брат решился экспериментировать, принес водку, плеснул вот так и зажег. Но мы не увидели, что бабушкина сестра там стояла, и вот половина вот этой водки попала ей на халат. Мы чуть эту женщину не сожгли. В общем, весело было, поэтому я запомнила. Потом друг за другом родились дети. Пухленькие, толстенькие, такие были хорошие. Хрюшки мои. Он был маленький,
Роберт. С утра пораньше приходил к нам. Летом у нас каникулы. Просыпаемся от того, что холодными ножками по нам ходит кто-то. Холодными пришел, босоногий залез к нам. Так лежит чуть-чуть. Я говорю, давай поспим немного. Но мы спать хотим, а он в 6 утра пришел к нам в гости. Он такой, сейчас я чуть-чуть помаду намажу. Пошел помаду мамину взял, намазал, поцеловал нас. Потом пошел книги наши открыл, поцеловал. В книгах его губы остались. Мальчик, но ребенок. Намазал этой помадой нас всех. Пришел опять лежит. Мы его уговариваем спать. Он лег. Все, я поспал. Пошел. И вот так вот они все лето были с нами. Они выросли с нами. Ой. Потом началась вот эта вот блокада. Советский Союз рухнул. Света не было. Не было воды. Все это не работало. Началась война. Сначала в Арцахе, потом Осетия, Абхазия. Молодые жизни. Матери в черном. Страшные годы. Страшные голодные годы. Просто блокадные годы. Привозили пшеницу, такую серую, нечищенную, мололи, пекли хлеб с запасом на несколько там недель. Но хлеб был очень вкусный. Были, конечно, минусы, но я вспоминаю только хорошие, если честно. Может, потому что была ребенком, и были лучшие годы, может, поэтому. И вот следующий дом наш. Жили мы там. Бабушка, прабабушка, дяди, тети, они уже у них свои дома были, свои семьи. Мать, отец. Отец все время был в России практически. Я и сестра. Каждый год к нам приезжали с двух сторон. Наши одногодки. И начинался кардебалет. Веселямба. Самые яркие годы, воспоминания, радость, детство, речка, сельские дети. Я думаю, у всех, кто вырос в селе, именно такое было детство. Я помню себя первый раз, как началась моя жизнь. Мне было 3 года, может, чуть меньше. Я говорю это со всей ответственностью. Я с этого момента помню свою жизнь. Я сижу на тахте. На мне какое-то пестрое такое платье. Знаете, как будто я как ковер такой разноцветный. Я спускаюсь. Я спускаюсь с этой тахты. Бабушка сидит рядом. Я вцепилась за ее ногу. Она меня, значит, держит за платье. Я спускаюсь с этой тахты. Вот с этого момента я помню свою жизнь. Конечно, отрывками уже потом. Понятное дело, что не все я понимала и все запоминала, но первый раз я помню себя именно вот в этом возрасте. Извиняйтесь, то есть извиняйте, неправильно, извиняйте, что немножко с голосом. Это кофе. Он сушит связки.
Ну, поскольку я кофеман, без этого никак. Семья. Семья у нас была недружная. Мама работала заучем по воспитательной части. Мамина мать, моя бабушка, была учительницей грузинского языка и литературы. И по совместительству определенное время была нашим классным руководителем. Я не имела права, конечно, плохо учиться. Кто бы что ни натворил, получала я за всех. Даже если я мимо проходила. Так надо было наказать своих, чтобы чужие боялись. Ну и логично, что я же чужих детей не накажу. И не важно, что твой ребенок не виноват. Сначала наказываю тебя, потом остальных. Училась я хорошо. Если что не так, конечно, мне все время говорили. А еще дочь зауча. И вот так вот себя ведешь. А еще ты дочь учительницы, забываешь об этом. Всю жизнь я затюканная вот эта вот учительница, зауча. Какие они все несчастные, эти дети учителей и заучи, даже не представляете. На каждом углу тебе это напоминают. Я помню один раз у нас ведро с водой стояло, и мы шли, и в кружку набирали и пили. Ну, времена были такие. Не было света. Мы топили печь всегда. Всю зиму во всех классах топилась печь. Сельская школа. И как бы звонок у нас били, там какая-то металлическая штука висела, и вот били об эту штуку, и вот это был звонок. Я пришла, выпила воды и кружку поставила не там. И вот уборщица мне сказала, а еще называется дочь учительницы. Посмотрите на нее. Весело, конечно. Мой портрет всегда висел там, где отличники. Была я отличница, наш одноклассник Артур, другая моя одноклассница Армине, которую по паспорту звали Марина. Ну, у нас вот как-то так принято по паспорту, вот так, а вот в жизни вот, некоторые учителя ее называли Армине, некоторые Марина, Марина к доске. И вот, ну, она уже понимала, что это про нее. Это из нашего класса были вот эти отличники, из других классов. Ну, в общем, там 7-8 отличников, и среди них всегда была я. И мне тоже все время грозились. Не хочешь ли ты, чтобы твою фотографию оттуда сорвали? Посмотри, это недолгий вопрос. Это дело 2 минут. Уж не хочешь ли ты, чтобы твою фотографию оттуда сорвали? Я уже начала думать, когда уже эту мою фотографию оттуда сорвут, чтобы от меня все отстали. Все время было сказано. Ты уж не думай, что это вот нельзя делать. Ну, чтобы я хорошо училась. Я помню, однажды постучали к нам во время математики. Зашла моя мама. Я извиняюсь, можно на секунду я подойду к своей дочери? Сказала она, подошла ко мне. Я встала, она мне, значит, открывает тетрадь и вот так вот тычет. Смотри, смотри, видишь, да? Я ничего не говорю. Ну, в общем, там я написала плохо на 4. И она сказала, смотри, увидела? Запомни. Все, до встречи дома. Вышла она и, ну, честно говоря, были моменты, когда она меня била смертным боем. Просто ногами, просто под кроватью. Один раз только избила, у меня все лицо было опухшее, кровь шла, потому что ей сказали, что я на уроке что-то там, ну, в общем, не слушала внимательно. Меня просто за это убивали дома.
И бабушка моя пришла, мамина мать. Я помню, что она меня увидела всю опухшую. Я вся была в крови, в лицо все в крови. И бабка моя кулаками накинулась, как начала ее бить по лицу. Вот этот момент я помню. Прям вот била очень жестоко. И я начала плакать. Не бей маму, не бей. Она, ну, отойди. И начала ее, ах ты ж скотина. Что? Видела бедную несчастную бьешь, а я сейчас тебе морду разукрашу. Завтра пойдешь такая вся на урок. Это, мам, ты что, с ума сошла? Нет. Она сказала, я никогда в жизни на тебя руку не поднимала, но сегодня я твою морду разукрашу. И она оставила ночевать меня у себя дома, не пустила домой. И вот такие вот моменты были жестокости. С чем это было связано? Я дочь учительницы, я должна учиться лучше всех. Я понимаю, что детей наказывают, конечно. Понятное дело, что как бы от сих до сих учись. Я за, чтобы детям ставили рамки определенные, но до такой степени уничтожать личность своего ребенка ради каких-то там замечаний или чего-то еще, это отвратительно, конечно. И у меня вот проснулся бунтарский дух. Я начала плохо писать. Я писала, ну, в общем, коряво. Почерк начала менять. Я начала копировать почерк своей любимой учительницы, кстати, одноклассницы моей мамы. Я начала, значит, подражать ей. У нее был жуткий, отвратительный почерк. Я так и начала писать, как она. Одинаково с ней. И испортила почерк. Просто окончательно, бесповоротно. Не скажу, что я об этом жалею сильно, потому что, ну, знаете, без этого как-то так выжила и живу же. А потом уже, когда мысль опережает руку, уже совсем плохо пишешь. Вот сколько я знаю людей начитанных и людей, которые чего-то добились, честно, у них почерк отвратительный. Он прям вот непонятно, что там написано. Я же говорю, мне, когда уже в русской школе меня застукались со шпаргалкой, я сказала, что это китайские стихи. И так и не поняли. Мне кажется, до сих пор там сидят и думают, что там написано. Я сказала, китайские стихи. Она, ой, ну не гоняй дурака. Какие китайские стихи? Это же шпаргалка. Я говорю, а докажите, что это шпаргалка. Докажем. Пошли целая делегация. Меня вызвали туда, в учительскую. Не разобрались, что я там написала. Не поняли, не доказали. Но они сказали, мы же знаем, что это шпаргалка. Я говорю, а я говорю, что это китайские стихи. Я просто учу китайский. Все, ну ладно, все, иди отсюда. Уже не стали спорить. Но шпаргалку себя оставили, наверное, для изучения дальнейшего. Вот, друзья мои. Вот эту вступительную часть я все-таки сняла. Мне было очень непросто начать. Ну, так бывает, когда вот долго не можешь что-то начать, а потом как-то, ну, вот не дается. Ну, времени нету, еще что-нибудь. И в конце концов решила начать с чего-то. С чего-то начать, ознакомить вас хотя бы вот этой частью, отрезком моей жизни. В следующей части, конечно, продолжим. Ознакомлю вас с людьми, которые жили с нами рядом еще. И еще какие-то подробности своей жизни, которые, может быть, кому-то будут интересны. Я не делаю заметки. Я считаю, что все, что мне дают оттуда и позволяют раскрыть, то и раскроется. А все, что не позволят, значит, так тому и быть. Пока, думаю, этого достаточно. Думаю, вы будете не против, если на главных, то есть на аватарах я поставлю старые фотографии из моего детства, из жизни моих предков, нашего класса. Это все-таки и есть воспоминания начала. И дальше продолжу свои рассказы. А этих рассказов великое множество.
Просто они приходят, лица, люди, воспоминания, свадьбы, похороны. Это все остается. Была такая любимая песня моего деда. Придет день, когда будешь помнить прошедшие дни, и этим сердце твое утешится. Они уносят куда-то, знаете, куда-то в другой мир, в другое измерение, там, где осталось мое детство, там, где их души. И недавний сон, где я видела всех наших родных и близких в нашем доме. Дом был в том состоянии, в котором был изначально. И за столом сидели мои бабушки, дедушки, наши соседи. И стол был разделен. С одной стороны сидели живые, с другой стороны ушедшие. И там, где были ушедшие, сидела моя тетя, которая недавно ушла. И, как ни странно, брат моего деда, который тоже потом ушел. Он еще был жив, но, увидев его за столом у мертвых, я поняла, что он скоро уйдет. Так и случилось. И мы были детьми, бегали там, резвились, как когда-то в детстве. Поднимались на второй этаж. Там были мои книги. И было такое ощущение блаженства, что мне не хотелось проснуться в этот мир подлый, полный интриги, боли. Мир всегда был таким. Просто мы были детьми, и наш мир был совсем другой. Он был волшебный, необычный, интересный. Но мир всегда был таким. Во все времена. Просто мы становимся старше. Уходит эта невинность. Видим реальность. Реальность этого мира. Но я продолжу свои воспоминания. Я думаю, что их душам это нужно, чтобы их помнили. На этом, наверное, на сегодня завершим с вами беседу. И продолжу, как будет время. Надеюсь, что найду время и продолжу эту серию. Всем удачи!